Всем привет! В ремонте у меня сегодня Chrysler. Полная замена гидравлической жидкости в автоматической коробке передач. Для ремонта мы воспользуем вот такой фильтр, фильтр и прокладка в комплекте идет. Масло оригинальное в коробке 8,6 литров, используем 9 литров. И также тонким слоем промажем герметик Victor Reigns. Так, сперва откручиваем поддон коробки автомат, сливаем масло и снимаем фильтр. Вот спустились мы вниз, и первый осмотр показал, что, видите, по всем болтам гидравлическая жидкость с коробки, то есть она где-то протекает. Или по прокладке, или, скорее всего, сверху коробочка, и там тоже красная жидкость. Возможно, что в дальнейшем придется ее открутить и поменять прокладку. И как мы видим, например, вот здесь гайка, она не закручена. Мы когда будем ставить поддон обратно, по-любому поставим прокладку, обезжирим и сделаем все как надо. Так, откручиваем все болты и оставляем 2-3 закрученными, и после этого приотпускаем крышку поддона и сливаем жидкость. Смотрите, вот таким образом сливаем масло с поддона, так как пробки сливной здесь нету. Оставили пару болтов спереди и один сзади. Начинаем приотпускать нижний болт, и жидкость сливается. И обратите внимание, жидкость не черная, а довольно светлая. Это говорит о том, что машина обслуживалась и масло относительно недавно менялось. Так, теперь мы ждем, пока жидкость сольется, замеряем ее, сколько у нас получилось. И не спешите снимать поддон, потому что там еще остается, чтобы не обвалиться. Снимать аккуратно. Снял поддон. Как можно видеть, магнит и ежик. Это все продукты износа. И на дне, смотрите, блестит. Это все небольшая стружка. Поддон весь вычистил, помыл, обезжирил. Это низ поддона. И здесь, смотрите, магнитик стоит. Кто-то поставил обычный магнитик. Есть у меня вот такой неодиновый магнит, который и надо ставить. Он намного сильнее магнитит. И, само собой, размер имеет намного меньше. Топливный, не топливный, а вот масляный фильтр достается просто так, снимается и все. Не забываем ставить резиночку. Теперь в комплекте есть прокладка, но я хочу небольшим слоем герметика промазать, небольшим, тонким слоем. И после этого собираем. Вот так выглядит низ коробки. Сейчас вот эти все полости обезжириваю и зачищаю от предыдущего герметика, который, видите, даже его не сняли, а просто прокладку поставили. Вот так. Обезжириваю растворителем, а после этого есть у меня скотч-брайт от малярки, вот такой рыженький. Им зачищаю, им как раз удобно снимать остатки герметика. Вот смотрите, еще вот такая мелочь, вроде бы ерунда, но намного легче будет. Когда вы все обезжирите, зачистите от герметика, и будет хорошая чистая поверхность, то отсюда постоянно будет масло капать. Засуньте туда бумажку на время, там она намокнет, и когда вы все это обезжирите, поставите прокладку и промажете герметиком, потом эту бумажку уберете, и в течение 15 секунд, 15-20, масло не выйдет оттуда. То есть вам даст время зажать поддон вместе с фильтром в чистую обезжиренную поверхность. Поставили фильтр, зажали поддон
болты зажимать от руки. Сильно не надо давить, потому что они маленькие и можете пережать и сорвать резьбу. Там достаточно 2 килограмм, это максимум. Так, и все масло, что слили, залейте в отдельную емкость и померяйте, сколько вы слили. Такое количество вы должны обратно залить. Вот вся процедура, что мы сделали, это называется частичная замена масла. Но нам нужна полная. А полная делается вот так. Во время частичной замены мне удалось слить 3 литра. Заливаю я вот таким образом шланжик и ставил его там, где щуп. Залил я, короче, эти 3 литра, что я слил. И вот здесь есть 2 трубочки. Вот здесь есть 2 трубочки. Короче, вот коробка, отработанное масло идет сначала по этой трубке, потом попадает в радиатор. Оно тем самым охлаждается и нагревается за счет основного радиатора. И потом возвращается в эту трубку. Короче, эту трубочку снимайте, глушите. А саму трубку, вот она, которая была подсоединена, я вставил прозрачную трубку, чтобы видно было. И в бутылку. Теперь садимся в машину. Коробку ставим в нейтральное. Не в нейтральное, а в режим парковки. Заводим ее. И смотрим на бутылку с трубкой. Так, как только жидкость пошла, на каждой передаче, на каждом режиме считаем до 5 и переключаем режимы. То есть парковка назад, нейтральная, вперед. Короче, все остальные снизу вверх. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Следующая. Раз, два, три, четыре, пять. Передняя. Раз, два, три, четыре, пять. Еще. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И назад возвращаемся. 4, 5. Раз, два, три, четыре, 5. Раз, два, три, четыре, 5. Задняя, нейтральная. Все, глушим. Так, вот слитое масло удалось поменять 7,3 литра, а в машине общее количество масла 8,6. Ну, 7,3, короче, все-таки не получило у меня литр 300 поменять. Я эти процедуры сделал раза 3 и пошло чистое масло, и я на этом прекратил. Но после этого я померил уровень масла в коробке автомат и заметил, что там грамм 300-400 не хватало масла, и долил. То есть по итогу литров 8 я поменял масло в этой коробке. Проверять масло нужно на холодную или на горячую. То есть заводим автомобиль, рычаг переключения передач 3 раза переключаем вверх и вниз. После этого ставим в режим парковки. Если кто внимательный, то на щупе тут написано. Знаете, не фокусируется. А вот, смотрите. Режим парковки. Короче, на холодную машину не глушим, машина заведенная. И в режиме парковки на холодную должно между
вот этими двумя точечками быть уровень. А на горячую, когда машина полностью прогреется и масло будет горячее. Ход. Вот между верхними точками. Если вообще тяжело посмотреть какой уровень, потому что масло чистое и не видно. Для этого и сделали вот эти отверстия. Короче, когда будете доставать щуп, не пытайтесь всмотреться в щуп, а просто поднимите и посмотрите по отверстиям, где находится. Вот так. На этом ремонт закончен. Всем удачи. Удачи в собственном ремонте. Все, всем пока.